Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Вы задавались вопросом, почему наши женщины после 60 лет выглядят старше своих подруг-иностранок? ВОЗ говорит, что молодость длится до 44 лет. Зрелыми можно назвать тех, кому не исполнилось 60, а пожилые люди все, кому за 75. Затем наступает старость. Только это понятие нельзя уложить в цифры. Некоторые женщины у нас часто примеряют на себя старость раньше времени. Естественно, не от хорошей жизни, но старость женщины написана на ее лице. И во многом от нее самой зависит то, как она выглядит в свои годы. Образ жизни и внутренние установки, а также привычки, сфера деятельности и мировоззрение приводят к тому, что начиная с 60 лет дамы постепенно превращаются в уставших бабушек. Разумеется, многое зависит от физиологии и условий жизни, но чаще всего ключевую роль играют именно те факторы, которые легко изменить, а поэтому успешно предотвратить преждевременную старость. Сегодня я решила выделить 10 основных причин, из-за которых наши женщины за 60 выглядят старше своих лет. Чем же жизнь иностранок так сильно отличается от жизни наших женщин? Первое. Идеальная домохозяйка. За годы перманентного пребывания в четырех стенах она давно забыла о каблуках, красивых платьях и макияже. Да и не положено в свои-то годы так наряжаться. Привычная трехразовая готовка у плиты, глажка, стирка, уборка. Зачем фитнес, если быт и так уматывает? Зато муж накормлен, дети сыты, дома чистота и порядок. Так, в силу стереотипов, старательно привитых ей в детстве об укладе семейной жизни, женщина забывает о себе. Она становится нервной, потому что взваливает на себя все обязанности идеальной жены. Она и не думает о личном времени. Порой женщины за 60 придумывают себе дела типичной старушки. Дача, консервация, садоводство, домашний скот. Времени на чтение книг, йогу, танцы или обычную прогулку нет. Прогулки для молоденьких пигалиц, у которых ноги не болят. Так женщина заматывает себя в собственный старушечий кокон, из которого не может выбраться сама. Для этого нужен заботливый муж или любящие дети, которые отправят маму в отпуск, сходят по магазинам или в кафе. Белка в колесе. К выученным наизусть стереотипам добавляется героизм. Современная женщина не сидит дома с детьми. Сначала она, высунув язык, продвигается по карьерной лестнице. Вдруг муж семью не прокормит. А потом прибегает и готовит ужин, убирает, делает уроки с детьми и так далее. Стресс и тревожность не омолаживают. Женщина начинает сидеть. Она плохо спит по ночам, а усталость – верная подруга. Чтобы порадовать себя хоть как-то, многие начинают заедать стресс. От этого появляется избыточный вес, который старит безбожно. Женщина в халате. Неприличные платья и яркая одежда постепенно покидают шкаф. У многих появляется соблазн превратиться в серую мышь. Ну а что, никого не надо привлекать, можно расслабиться. Это платье мало, в этой юбке она выглядит вульгарно, и вообще мода – это глупость. Неприхотливость и обесценивание себя видны по образу зрелой дамы. Преимущественно женщины за 60 выбирают просторную, удобную и невзрачную одежду. Выбирают штаны-балахоны, мрачные блузы, одеваются в блеклые цвета. Все эти элементы собираются в общую картину измученной женщины, которая совершенно не знакома с понятием стиля. За границей женщины предпочитают поменьше переживать о том, насколько нарядно они выглядят, и составляют свой капсульный гардероб из качественных базовых вещей. Даже в простой белой футболке и стильных джинсах такая женщина будет выглядеть хорошо, ведь на ее лице и теле не читается отпечаток вселенской усталости и грусти. Ведь человека в любом возрасте встречают по одежке, а значит твой внешний вид хоть и может меняться с возрастом, но всегда должен быть на высоте. Не для кого-то, а для себя самой. Постоянная нервотрепка. Ежедневная спутница почти любой отечественной женщины – это нервотрепка. В большинстве семей женщины привыкли тащить все на себе и даже не пытаются просить о помощи. Порядок в доме, всегда свежая еда, ухоженные дети и муж – все это идет в дополнение к работе на полный день и личным делам. Времени на психотерапевта нет, да и не пойдет к нему никто, потому что в детстве никто не учил заботиться о своем психическом здоровье, заботиться только о ближнем. За границей женщины знают, что если они растратят весь свой ресурс, то хуже будет абсолютно всем.
Поэтому нужно учиться отсекать не самые обязательные дела, а где-то просить помощи у близких или специально обученных для конкретной работы людей. Избыточный вес. Худеть в возрасте очень нелегко. Заниматься своими формами многим женщинам некогда, а поэтому на теле постепенно становится все больше и больше жировых отложений. Ускоряет процесс их появления та самая нервотрепка, о которой говорила ранее. У нас женщины привыкли с возрастом только расслабляться и пичкать себя чем ни попадя. Для многих людей проще заесть тяжелый день шоколадкой, чем постараться исправить что-то в своей жизни. За рубежом женщины знают, что правильный здоровый вес– это обязательная база хорошего самочувствия и внешнего вида. Мы ведь все знаем, что самый красивый человек– это здоровый человек. А о каком здоровье может идти речь, если организм обременен лишним десятком, а то и несколькими десятками килограммов? Красавица без улыбки. Ежегодное посещение стоматолога– это очень дорого и непонятно. Пока зубы не болят, не надо зря деньги тратить. Отечественные женщины, как и мужчины, предпочитают ходить к любым врачам лишь в крайних случаях. Дело не всегда в привычке, у многих просто нет на это средств. Женщины откладывают визит к стоматологу и оттягивают момент, потому что и думать не хотят, в какую сумму обойдется это лечение. Поэтому и выходит, что в возрасте 60+, красивая улыбка становится большой редкостью. За границей хорошо понимают, что здоровые зубы являются важной частью любого образа, и пренебрегать этим ни в коем случае не стоит. Неумение выбирать обувь. Отечественные женщины в большинстве своем предпочитают мучительную боль удобству и выбирают разной высоты каблуки. Пару десятков лет такая обувь смотрится на ногах весьма привлекательно, но все это время она буквально высасывает здоровье из своей хозяйки. С наступлением более зрелого возраста женщины с радостью переобуваются в более удобную обувь, что в их сознании символизирует лишь одно – пора собирать старушечий гардероб. За границей женщины предпочитают носить каблук лишь в отдельных случаях. Все остальное время они носят удобную и при этом стильную обувь, которая максимально гармонично вписывается в повседневный гардероб. Избыток или отсутствие макияжа. В России многие женщины после 60 лет считают, что с наступлением определенного возраста можно забыть о макияже, да в принципе и не нужно прихорашиваться. В образах других, наоборот, макияж с каждым годом становится только ярче и резче. Угольно-черные брови, ниточки. Изобилие подводки и теней вокруг всего глаза. Ну и куда же без красной помады? На самом деле с возрастом нужно вернуться к еле заметному макияжу, слегка подчеркнуть глаза тушью и выровнять тон кожи тональным средством. Вот беспроигрышная комбинация, которая помогает иностранкам выглядеть свежо даже с приходом старости. Неудачная прическа. Куда ни глянь, в России женщины после 60 все как одна носят короткие мужские стрижки. Когда и, главное, зачем появился этот отвратительный тренд, уже не припомнишь. Но если так уж не хочется ухаживать за длинными волосами, можно сделать стильное каре, фактурный каскад, пикси, волнистый боб и другие женственные стрижки. Неопрятность. Почему наши женщины выглядят старше своего возраста? Да все потому, что они сами превращают себя в старух. Отросшие седые корни, облупленный маникюр, неглаженная одежда, растрепанная прическа, еще множество проявлений неухоженности превратят любую даму в старушку. Какой бы красотой ни одарила природа, за всем нужно ухаживать. И нет такого возраста, когда на это можно махнуть рукой. Чувство собственного достоинства выражается в первую очередь опрятным видом. Старость женщины– это ее ответственность. Да, во многом приходится себя ущемлять, учитывая скромное финансовое положение. Но нельзя забывать о своих женских желаниях, отказывать себе в удовольствии. Пусть поход в салон красоты будет раз в месяц, может реже, но он должен быть. Ухоженные волосы, красивая кожа и улыбка– это то, что на виду. Без хорошего настроения молодость и красоту не сохранить. Надо полюбить себя, выделять время и средства на то, чего действительно хочется.
Если ты еще хочешь почувствовать себя молодой, женственной и обворожительной, взгляни на себя со стороны и немедленно убери из своей жизни вышеперечисленные ошибки. И тогда жизнь засияет новыми яркими красками. Напишите в комментариях, что, по вашему мнению, старит наших женщин. Чтобы не пропустить самые интересные выпуски, подпишитесь на канал. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых встреч!